Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос дерматита у собак и как правильно их лечить. Данная тема выбрана не случайно, ведь заболевания, которые проявляются дерматитами, у собак встречаются очень часто. Заболевание кожи – это одна из основных причин обращения владельцев животных к ветеринарным врачам. Дерматиты обнаруживаются от 20 до 75% всех обследуемых домашних животных. В зависимости от причин возникновения и особенностей развития различают следующие виды дерматитов. Первый – травматический дерматит, появляется в результате ушибов, трещин, расчесов. Второй вид – контактный дерматит, возникает в результате воздействия каких-то физических или химических факторов. Это могут быть ожоги, избыточные солнечные лучи, контакт с какими-то химическими веществами. Возникает такой дерматит только на тех участках кожи, которые контактировали с раздражителем. И третий вид дерматита – это аллергический дерматит. Этот вид дерматита может быть вызван укусами блох, дачей каких-то аллергенных кормов, наличием внутренних паразитов, которые выделяют аллергенные токсины. Также аллергию могут вызвать и аллергены из окружающей среды. Это могут быть и пыльца растений, и какие-то химические вещества, которых сейчас полно в окружающей среде. Это могут быть как промышленные, так и бытовые вещества. Самое главное отличие данного вида дерматита от первых двух, так это то, что при аллергическом дерматите мы наблюдаем повышенную реактивность организма на какой-то антиген, который попал в организм. Организм должен бороться с чужеродными антигенами, но не так бурно. По сути, наблюдается ситуация, когда организм из пушки стреляет по воробьям. Причин, вызывающих аллергический дерматит, очень много. Настолько много, что просто нет даже надобности их перечислять. Просто невозможно их все перечислить. И, как правило, аллергический дерматит протекает на фоне каких-то сбоев в работе или иммунной системы, или каких-то наследственных факторов. И все эти дерматиты, несмотря на огромное множество причин, объединяет то, что симптоматически протекают они одинаково. И только по симптомам никак нельзя определить причину аллергического дерматита. А подход к лечению дерматитов, как, впрочем, и любой другой болезни, следующий. Чтобы успешно лечить болезнь, надо устранить причину ее возникновения. С неаллергическим дерматитом все более-менее понятно. Если, например, есть ожог кожи, то надо применить ранозаживляющую мазь и не допускать, чтобы животное обожглось еще раз. Если животное случайно поранилось, то тоже понятно, что рану надо обработать, провести местное лечение в виде промывания поврежденного участка каким-то дезраствором и устранить травмирующий фактор. С химическим ожогом подход такой же. Надо исключить возможность контакта с химическим веществом. За несколько дней все эти дерматиты можно вылечить в домашних условиях, даже не обращаясь в ветеринарную клинику. Во всех таких случаях достаточно быстро наступает выздоровление при минимальных усилиях и знаниях происходящих процессов, так как здесь есть два важных момента. Мы устраняем причину и потом устраняем дерматит симптоматическим лечением. Такой же принцип лечения и аллергических дерматитов. Для того, чтобы лечение было успешным, надо, как и при лечении первых двух видов дерматитов, устранить причину возникшего дерматита и провести потом симптоматическое лечение. Возьмем для примера блошиный дерматит. На первый взгляд кажется все понятно и просто. Уничтожаем блох и дальше проводим симптоматическое лечение. Да, но чтобы это сделать, то сначала надо точно установить, что это все-таки блошиный дерматит, а не что-то другое. А это не так просто, как кажется, ведь не всегда наличие или отсутствие блох является основанием поставить диагноз блошиный дерматит. А симптоматика, как я уже сказал, у всех аллергических дерматитов практически идентичная. Такая же сложная ситуация и с диагностикой пищевой аллергии. Процесс постановки диагноза на пищевую аллергию и сложный, и длительный. Даже если мы пришли к выводу, что аллергия действительно вызвана пищевыми компонентами, ведь надо установить, а какими конкретно пищевыми компонентами эта аллергия вызвана. При хороших раскладах на установление того, а какой же компонент корма вызывает данную аллергию, может уйти от 1 месяца до 2. Для этого надо провести диагностическую или исключающую диету. Паразиты, которые могут быть в организме животного, тоже выделяют токсины, которые тоже могут вызывать аллергию. Да еще какую аллергию? А ведь кроме этих случаев, что я перечислил, существует еще и масса других причин, которые способны вызывать аллергию. Также следует учесть еще и тот факт, что
очень редко дерматит имеет какую-то одну причину. Как правило, в формировании симптомов заболевания участвуют несколько причин, которые наслаиваются одна на другую. И как вишенка на торте ко всем этим сложностям, это то, что симптомы при всех этих аллергиях одинаковые. Что при блошином дерматите, что при пищевой или какой-то другой аллергии. Это воспаление кожи и сильный зуд. И что же тогда делать? Как поступить правильно? А выход один – надо лечить. И чем раньше, тем лучше. Даже если сразу и не удалось установить истинную причину аллергии, то все равно начинаем симптоматическое лечение и продолжаем искать причину, которая стала причиной заболевания, причиной данной аллергии. Лабораторные диагностические методы не очень эффективны, и они не дают точного результата, и могут быть только вспомогательным инструментом при постановке диагноза. Так что скорость нахождения причины зависит только от опыта и квалификации ветеринарного врача. Но в любом случае, животное надо начинать лечить симптоматически, чтобы снять зуд и воспаление. И одним из препаратов первого выбора есть применение глюкокортикоидов. Да-да, именно их. Среди владельцев собак есть определенные предубеждения против этих препаратов. Многие владельцы боятся их, да и многие врачи не очень-то их любят. Я бы сказал, что существует даже некая кортикостероидофобия. Но применять эти препараты надо, и чем раньше, тем лучше при лечении аллергического дерматита. Лучше всего глюкокортикоиды применять местно в виде различных мазей. Современные мази на основе кортикостероидов обладают хорошей эффективностью и не обладают системным действием, не всасывается в кровь и не подавляет функцию надпочечника и функцию гипоталамо-гипофизарной системы. Как правило, такие мази применяются на протяжении 2-3 недель, а потом делается перерыв. При этом также применяются антигистаминные препараты и другие препараты, которые устраняют симптомы дерматита. При этом надо обязательно укреплять иммунную систему, как медикаментозно дачей витаминов и других стимулирующих веществ, так и путем более продолжительных прогулок с животным на свежем воздухе. Хороший иммунитет – залог успешности лечения при правильно поставленном диагнозе. Но при любых раскладах, как я уже сказал, лечение надо начинать чем раньше, тем лучше. Ведь если не лечить, то собака все больше будет расчесывать рану. Рана потом обсеменяется вторичной микрофлорой бактериальной, которая тоже выделяет аллергенные токсины. В очаге воспаления происходит распад собственных тканей, и продукты их распада тоже являются сильными аллергенами для собственного организма. И получается такой вот усиливающийся вредный замкнутый круг, если вовремя не начать лечение. Поэтому лечить проявление аллергии надо сразу, не дожидаясь установления причины возникновения аллергического дерматита. Борьбу с аллергическим дерматитом я бы разделил на два параллельных направления. Проведение симптоматического лечения аллергического дерматита и установление причины, которая вызвала эту аллергию. В следующих видео мы рассмотрим особенности диагностики и лечения атопического аллергического дерматита собак. Это тоже одна из разновидностей аллергии, которая доставляет много неприятностей собакам, владельцам и ветврачам, конечно же. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!